Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что видят у вас карты. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком, ни о чем не думайте. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Человек по жизни своей победитель, который проламывает стены любой ценой. Вы всегда добиваетесь того, чего вы в принципе хотите. Это касается всего, чего угодно. Если вам что-то нужно, вы обязательно это получите, вы этого добьетесь. Вы человек, который склонен к каким-то спортивным соревнованиям или в принципе к соревнованиям. Для вас это есть момент мотивации, энергии и так далее. Вы человек, который очень часто ностальгирует, возвращается в прошлое. Вот сейчас можете даже мысленно возвращаться в прошлое. Вы, скорее всего, трансформируете какие-то свои действия из прошлого на сегодняшний день. То есть вы меняете, возможно, свое поведение, свое отношение к кому-то, может быть, да, или к каким-то ситуациям. В целом вы смотрите, я бы сказала, в корень. Возможно, что-то у вас не получается. Здесь момент разочарования и потерь каких-то в прошлом. Вы сейчас анализируете, почему были эти потери, почему был чей-то уход, почему кто-то исчез из вашей жизни, или же в целом, почему вы что-то тянете, взваливаете на себя и так далее, почему вы ответственны за что-то или кого-то. И вы это все анализируете. Возможно, даже, я говорю, вытаскиваете что-то из прошлого и пытаетесь это вот как переработать. Вы никому сейчас не доверяете. Вы доверяете себе, своему даже и анализу, и своим каким-то даже прогнозам. Определенно у вас какая-то есть практика и опыт. На это вы полагаетесь. И этому вы доверяете. Человек очень духовно проникновенный, глубокий человек. Мыслитель, возможно, тоже. Психологи здесь могут смотреть. Или люди, которым интересна психология. Здесь также могут смотреть люди, у которых, вы знаете, родились под звездой или ночью, в ночное время суток. Удача может сопутствовать вам и вашим каким-то победам. Есть в вашей жизни очень много достижений, за которые вас хвалят. Возможно, и окружение хвалит, родители хвалят и так далее. Может быть, даже со стороны родственников. Вы тут понимаете четко, что от проблем каких-то я не убегу. Их нужно решать. Есть какие-то проблемы. Даже с кем-то чего-то не договорили, недопоняли. Надо это решить. Также есть ситуации бумажные. Надо их решить. Уладить что-то или проверить. В принципе, здесь человек очень такой спокойный. Возможно, я бы сказала, одиночка, которому наедине прекрасно. Это не человек больших компаний. Для него компания – это самая лучшая компания. Это одиночество. Или вот если вы где-то работаете, вам все вокруг мешает. Вам нужно сконцентрироваться. И чтобы лучше сконцентрироваться, вам лучше, чтобы вам стеночки поставили. Может быть, даже отдельный офис или отдельное помещение. Тут человек, который даже вот рабочие моменты какие-то анализирует, чтобы что-то улучшить. Здесь есть такой порядок в голове, умеренность во всем. Вы умеете не перегибать палку, так это назовем, ни в чем, ни в еде, ни в спорте, ни в отношениях. Здесь есть какая-то золотая середина у вас. Что-то есть у вас такое, чтобы вам могло приносить радость. Вы можете находиться сейчас в некой или апатии, или грусти. И чувствовать, что плохо все или не очень хорошо. В принципе, здесь есть что-то около вас, что может вас порадовать, принести вам лучшие эмоции, счастливые эмоции. Что-то может получиться, а вы в это не верите. Здесь женщина такая скрупулезная и строгая по отношению к людям, по отношению к себе, на свою территорию. Не очень рады бы подпускать кого-то в плане, да, в личное свое пространство. Вы скорее больше, наверное, слушаете, нежели говорите, или же если говорите, то ни о чем лично вы не рассказываете. Старайтесь не делиться. И холодная энергия, когда вы к себе никого не подпускаете, возможно, даже никому не доверяете. Это все идет из личного какого-то опыта. После вот какого-то именно доверия, да, вы чего-то теряли. Или когда совершали именно такие действия, как помощь
кому-то, вы ничего взамен не получили. Или когда нужна была вам помощь, никто и не пришел. И даже те, кому вы помогали. Вы настроены очень серьезно сейчас. Возможно, даже целенаправленно. Здесь логика очень хорошо тоже работает, помимо духовного. Здесь вы полагаетесь и на интуицию, и на голову тоже. И здесь человек, который, возможно, очень часто проводит время в интернете, что-то изучает. Вы берете оттуда информацию, которая на самом деле вас чему-то научит. Вы сейчас запутаны. Вы хотите действовать, вы действуете, в принципе. Но здесь может даже быть, знаете, такое, что кто-то вот как что-то сказал, и вам уже и передумалось, или возникли какие-то сомнения. Вы идете к какой-то цели, но определенно здесь засомневались в чем-то, может, даже в своих силах или в себе засомневались. Уверенность вообще пропала, получится нет. Может быть, кто-то рассказал вам о каком-то своем личном неудачном опыте. Возможно, поверили, да, или тоже переложили это на себя. Вдруг у меня не получится. У вас тут закрадываются какие-то сомнения. Я вам скажу, здесь люди, которые вам советуют или что-то говорят, испытывают к вам какие-то эмоции. Вы поднимаете кому-то настроение. Люди этим живут, вот тем, что вы поднимаете кому-то настроение. Притом сами можете быть грустны или чем-то опечалены, а другим поднимаете настроение. Но в то же время, да, есть и недоверие. Говорите о чем-то на поверхности, но о личном вы не делитесь, потому что вы понимаете, что это может или обернуться против вас, или потом ситуация изменится, как я буду в глаза смотреть и так далее. Здесь есть определенно у вас чувство стыда, чувство совести. Здесь человек разумный. У вас есть определенно своя точка зрения. Кстати, вы не тот человек, который толпой все согласны. Вы можете быть и не согласны. То есть вы не за большинство, и вы это делаете не специально. Если вы реально не согласны, вы выразите свою точку зрения. Возможно, даже здесь по моменту интеллектуала вы объясните, почему. Почему вы с этим не согласны? Возможно, у вас есть даже какие-то и факты. Здесь могут о вас думать, что вы добиваетесь победы, соревнуетесь любой ценой, готовы даже и врать. На самом деле у вас есть какие-то факты, вы предъявляете то, что вы видели, доказательства, то, что вы знаете. На сегодняшний день вам говорят карты о том, что ты умеешь все, можешь все. Вот только возьми и делай. На самом деле все у тебя для этого есть. Инструменты, что угодно, что может сопутствовать вашей какой-то удаче или везению. Маг – это человек очень гениальный, который вот на пустом месте может создать какую-то гениальную идею. Вы человек, скорее всего, можете быть и талантливый. Просто ни с того ни с сего из воздуха приходят какое-то вдохновение, какие-то идеи на реализацию чего-то, замысла. И если вы проиграете в чем-то, то вы понимаете, что это опыт, надо еще раз попробовать, и вы еще раз попробуете, встанете и пойдете, еще раз упадете, еще встанете и пойдете. Но если несколько раз не получится, вы переключитесь на что-то, что будет приносить вам пользу, или же переключитесь на другую цель. Вы умеете быстро переобуваться. Активистка, как революционер идею, и все идут за вами. Возможно, есть за вами какие-то последователи, толпа людей. Вы человек яркий, но прячетесь, часто прячетесь. Вы можете быть красивой, но свою внешность, вот вам говорят, ты очень красивая, у тебя там красивое то, сё, 5-10, а вы скромничаете, да нет, вот как-то так. Вы, кстати, очень и страстная, но по вам внешне может этого быть не видно, а вы очень страстная. И вы человек, скорее всего, цели. Вот видите цель, не сойдете с нее. Вы будете вот просто переть за своей целью. Если вам, я говорю, что-то надо, вы обязательно этого добьетесь. На вашей цели все есть. И даже голова. Если с вами проигрывает портрет, давайте посмотрим, что еще видят у вас карты. С вами готовы вступать в отношения, заключать договора, как-то коммуницировать, взаимодействовать с вами. Между этими взаимодействиями для вас откроются какие-то двери, возможности, идеи. Не только когда вы наедине с собой на ровном месте, а именно это может произойти в каком-то обществе людей. Как рекомендация появляться в обществе людей, ходить туда, где собираются люди, где, например, вам будет интересно, потому что вы для себя очень много чего интересного почерпнете, для возможностей своих.
Возможно, да, это может касаться даже и финансов. Это может касаться и личной жизни, вашего личного счастья. Вы в своей жизни, возможно, потерпели какое-то поражение в отношениях. Здесь могла быть измена, здесь могли третьи, родители вмешиваться, да, супруга, например. И здесь могло это как-то повлиять на вас и на ваших детей. Здесь могло повлиять вообще на финансовый статус ваш. Здесь могло повлиять на ваше здоровье или состояние. Может, даже вот психологически вы еле от этого отошли. Притом я бы сказала, что вы, может, обойтись и без помощи кого-то. Если это дети, да, если это обязанность, ответственность, уход и так далее, да, вы можете с этим справиться легко, лучше сама, нежели будет с вами кто-то. Вот как будто бы, если с вами кто-то, это тяжелее, потому что здесь вот как присутствует в вашей жизни, например, кто-то, пусть это будет супруг, да, и вам от этого сложнее. Например, справляться с домашними делами и чем-то. Когда вы останетесь одна, вы поймете, да, вот здесь, что вам намного легче почему-то, да, хотя вроде бы как был кто-то, да, который мог помочь, но вы понимаете, что самой оказывается намного легче. Это только в голове, да, казалось, что это будет сложнее. Здесь еще показывает момент, когда будет или было какое-то застолье, да, где был какой-то, может быть, конфликт или какая-то спорная ситуация. Но здесь все разрешится или разрешилось уже, да, в принципе, в вашу пользу по Солнцу. И если будет какое-то застолье, будет какой-то спор, а может даже конфликт. Но здесь все разрешится. Возможно, даже, я бы сказала, может и на громких словах, но в итоге в вашу же пользу вы выиграете в чем-то. Или переспорить, да, то есть правда будет за вами. И вот смотрите, скоро наступит момент, когда вы, возможно, даже вот будете где-то себя или проявлять, или выйдете в это общество, что просто необходимо. Это может быть даже и интернет-общество, да, не выходя из дома, но общество, форумы, какое-то вообще активное общение. Вы выйдете в это общение. А зачем оно? Вот здесь, знаете, как общество. Кстати, вам нужно, да, где-то появляться, с кем-то общаться, потому что это может изгладить какую-то вашу боль. Боль, которая касается отношений, чувств, эмоций. Даже если в семье какой-то разлад, вам нужно куда-то выйти, поехать, съездить, например, да, с кем-то пообщаться. Возможно, даже с мастером, да, психологом, например. И вы разрешите свою ситуацию очень хорошо. Выйдете, возможно, даже кто-то выйдет из какого-то кризиса. Кризис может быть или материальный, или моральный кризис. Также здесь разрешите ситуацию по поводу денег или вообще в целом какого-то морального даже кризиса с детьми. У кого есть дети. Так, смотрим еще. А у вас какой-то идет выбор. На самом деле это может касаться даже хотеть остаться одной. И тут человек, вот знаете, когда останется один, может быть, на самом деле это будет лучше для вас. Или в целом, да, вообще остаться одной. Здесь момент такого обнуления. Вот как генеральная уборка в себе. И у вас сразу же появится резко, внезапно, да, какая-то идея. Идея, даже, я бы сказала, на улучшение.
своего состояния и финансового состояния. Я бы сказала, даже появится энергия, больше сил, нежели когда вы были под чем-то или под кем-то. Может, даже зависимы от кого-то. У вас, знаете, даже появится и много каких-то предложений в виде возможностей. Даже знакомства, или я вам руку протянет человек, который статуснее, богаче. Или какой-то начальник, директор поможет вам. Вы, кстати, будете даже больше получать прибыли. Здесь идет и финансовая какая-то помощь в пользу вашего даже, знаете, с чего я бы сказала, не просто поддержать штаны, а улучшение качества вашей жизни. Да, это может быть даже появление предложения о новой работе. Старше вас кто-то, да, это может быть и женщина, это может быть и мужчина. Высокий статус, высокое положение. Почему-то сюда слово идет набивать карман. Вы будете набивать карман, или у вас будет вот просто приходить какие-то суммы, причем большие. У кого-то здесь идет работа за границей, кто-то работает за границей, или вы получите приглашение за границу, или может куда-то, в принципе, не там, где вы живете. Да, у кого-то возникнет, в принципе, удачное стечение обстоятельств, при котором вы куда-то отправитесь. Подарили билет или выиграли билет. Удачный билет, поездка, перелеты, что угодно. Также вас могут позвать, за вас могут или заплатить, да, за ваши перелеты, переезды и так далее. Улучшится, я говорю, ваше финансовое состояние. Здесь может даже быть смена рабочего положения. Или же, да, у кого-то может быть появится энергия и притом рост, денежный рост на работе. Не закрывайтесь от перемен, которые идут в вашу жизнь. И здесь есть какой-то некий страх, недоверие, неуверенность. Принимать мне это, радоваться или плакать. Здесь нужно принимать. Здесь вот, знаете, не всегда удается, вот колесо фортуны, не каждый день нам удаются какие-то вот такие вот, да, возможности именно. Не каждый день они приходят. Вот когда дают, берите, да, хватайте. И здесь появится очень много энергии. Здесь, кстати, может появиться у вас даже несколько чего-то. Вы хотите делать то одновременно, это и еще что-то. У вас, кстати, здесь помимо того, за что вы будете браться, у вас будут там определенно какие-то навыки и знания. То есть в чем-то вы будете разбираться, понимать. И отовсюду, да, могут идти какие-то уже источники дохода или какое-то обучение, да. То есть здесь там отовсюду вы будете что-то брать. То есть получать, да, вот как вознаграждение по колесу фортуны. Здесь могут быть даже, вы знаете, как выбор, куда ехать или куда идти. Притом будут возможности, не просто впустую, вы не видите, куда идете, а вот как раз-таки вы будете знать, у вас будут несколько направлений или несколько даже направлений рабочей деятельности. Чем-то вы себя будете занимать. Здесь показывают женщину, которая на себя взваливает несколько, может даже и профессий. Или несколько видов заработка.
И я вам скажу еще психологическое стрессовое состояние или психоэмоциональное состояние ваше намного улучшится. Вы знаете, уходит в сторону какой-то страх. Уходит даже, я бы сказала, какое-то сомнение, которое вы себе там пророчили в голове. Оно уходит. Здесь на это место приходит спокойствие, и я бы сказала такое понимание, что у меня все есть, или у меня есть все самое ценное. Все самое ценное. У вас есть уже предпосылки, у вас уже с детства эти предпосылки на то, что вы будете императрицей в этой жизни, то, что вы будете занимать главный пост, что вы будете сидеть в мягком кресле, да, например, или чувствовать себя комфортно, зажиточно, богато, изобильно. Вот, кстати, у вас и предпосылки с самого раннего детства на это были. Возможно, даже вот вы себя в чем-то таком даже представляли, и вы в этом окажетесь. Понимаете, здесь идет свершение того, от чего вы хотели, и в то же время одновременно, да, вы здесь прокачиваете себя. И чем больше вы себя прокачиваете, тем, вот хочется сказать, выше по уровню вы становитесь и ментально, и ресурсно. Перед вами открыт вот на сегодняшний день весь мир. Перед вами открыто все. Все пространство. Вас слышит Вселенная. Вы можете, например, симаронить, проводить практики с аффирмациями. Вся моя семья в безопасности, здорова, счастлива. Я могу все. Нет ничего невозможного для меня. Я решаю все мои проблемы легко и просто. Я успешна во всех делах и начинаниях. Я сама творец своей жизни. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Я магнит для денег и изобилия. Большие деньги стабильно приходят ко мне из разных источников. Да, я финансово независимая. И все это будет. Меня окружают только добрые люди. Повторяйте это часто. Карты видят у вас, около вас, людей, таких интриганов, которые хотят воспользоваться вашим ресурсом, вашими деньгами на сегодняшний день. Вы знаете, никому не нужно давать деньги в руки, никому. Вот вы как даете, так у вас и утекает, возможно, даже и больше. Понимаете, потери, может быть. Или да, эти потери могут быть в виде того, что у вас что-то сломалось, порвалось, да, разбилось и так далее. То есть это же тоже ресурс, это тоже же вклад. Например, даже тот самый электрическая техника, чайник, телефон, что угодно. Это же снова новый нужно покупать, это снова вкладываться, это ресурс, да, и у вас вот как отнимают. Особенно, да, здесь касается того, что если у вас будут, например, занимать, просить, одолжить в долг. Опасайтесь. Вот просто как-то от этого старайтесь оградиться, да. С вас будут, даже не специально могут попросить, а у вас раз и стянулось. Или же специально вот как раз-таки понимая, да, что может стянуться энергия, вечером зайти к вам, именно вечером, и через порог попросить у вас в долг взаймы, понимаете? Понимая, что, да, это несет убытки хозяину этих денег. Здесь назревает какая-то конфликтная ситуация с каким-то мужчиной, или же, да, в целом, я бы сказала, мужчина обдумывает план, как с вами поругаться, да, что вам выговорить или сказать. Притом, знаете, я бы еще сказала, здесь может еще так проходить, что человек на сегодняшний день вот лежит себе или сидит, не знаю, да, ходит, работает и так далее, и злится внутри на вас. Злится, что что-то с вами не получается, что вы от него закрываетесь, что вы не контактируете с ним, не даете какую-то информацию. Или человек вам пишет, вы не отвечаете, в принципе, игнорируете. У кого-то здесь может быть даже, вы знаете, такая есть обида, что вы морально сильнее, вы, вот знаете, даже молчанием давите. И здесь вот, да, вплоть до матов может идти в ваш адрес или каких-то обзываний вас.
А вы от этого человека закрыты. Человек хочет получить какую-то от вас возможность. Он видит, что вы в чем-то растете, что у вас что-то получается, что у вас есть деньги или ресурс какой-то, что вы, в принципе, женщина, вот хочется сказать слово качественная женщина, да, или женщина, в которой есть все, и мама, и хозяйка, и деньги, да, все у нее цветет и пахнет. Вот. А у него вот наступила в душе, я бы сказала, печаль, тоска, да, тут еще есть и физический интерес. Плюс еще, да, человек ждет какой-то шанс от вас, возможность, или то, что вы можете дать какие-то деньги или ресурс. То есть от вас можно что-то получить. Притом еще и чувства. Смотрите, да, он видит вас универсальную женщину, от которой можно получать что-то. Вот как вампир, да, сосать энергию, например, тоже. А вы закрываетесь, вы блокируете. Неправильно делаете. И не спешите выяснять с ним отношения, это будет бесполезно, это будет, знаете, вот как бы без толку, или вот как об стенку горох, потому что вы ничего не добьетесь тем самым, а только можете усугубить ситуацию, да, или человек, если вас будет провоцировать на какой-то конфликт, просто перед носом закрывайте дверь и уходите, все, без всяких криков, без всяких слов, просто молча. Здесь могут быть провокации. Здесь, кстати, человек, знаете, есть такое чувство даже и зависти, что вы такая хорошая, а вот он такой в этой ситуации выходит плохой, что он до вас докапывается. Притом он это где-то внутри понимает, но у человека, да, вот чем больше вы закрываетесь, тем больше, да, яро хочет вот или напасть, или вот, знаете, поругаться, поссориться, вывести на эмоции. Вам, опять-таки, не стоит выходить с ним вообще, в принципе, на контакт, да, или конфликтовать, потому что человек опять, вот смотрите, как вампир, да, может стянуть с вас энергию, силу. Вы не даете ему чувств, человек в чем-то прозябает, человек даже огорчен вообще ситуацией между вами. И иногда, знаете, вот чувствует, что поступает как-то глупо, по-детски, незрело. Но, знаете, вот он это тщательно пытается скрывать тем, что вот внешняя оболочка: я мужик, я такой, я сила, да, я что-то выясняю. Притом видно же, что ваш интеллект здесь как будто вот бы выигрывает, да, вы выигрываете интеллектуально этого мужчину. И человек не может с вами бороться. Вот он может единственное, да, вас вот как-то цеплять, пытаться выводить на эмоции. Говорю, что вот именно подсасывая энергию еще при том. За счет вас этот человек рос, но вы это поняли, вовремя раскусили. Возможно, оставили данного человека с каким-то его обманом. Этот человек, возможно, очень много вас обманывал. Здесь есть какие-то тайны, чего вы еще до сих пор не знаете. По поводу этого обмана или этих обманов. Вы не знаете или не раскрылись эти тайны. Что-то и раскрылось, из-за чего произошел конфликт, возможно, даже развод, но вы до конца, да, еще не знаете. В принципе, вам уже и так все понятно. Возможно, вы даже подозреваете, да, что человек, в принципе, лживый, пропитанный этой ложью. Или условно, да, родился уже таким лживым. Смотрим дальше, что еще видят у вас карты. Вам всегда будут помогать. И даже в тот момент, когда вы очень сильно будете в этом нуждаться. Вы вот за финансы можете не переживать. Они всегда будут в вашей жизни вовремя появляться. И в любом случае будут появляться даже такие возможности, идеи, инсайты, где это достать или что-то получить. В целом, в принципе, вы человек такой, который, если чего-то хочет, он
обязательно это получает. И вот самое интересное, вы знаете, даже ваше окружение может удивляться. Возможно, даже здесь есть доверие к вам, окружающих. Почему? Вот потому что люди видят со стороны, вы, может быть, заявляли со стороны вслух, вот я хочу вот это. И вот через некоторое время у вас это появляется. И у людей складывается чувство, что вы на самом деле, да, тот человек, когда захочет, укажет пальчиком, и вот непременно через какое-то время у вас это появится. Да, что вы не шутите, что вы по-серьезному. И поэтому есть доверие. Также здесь есть какая-то за вами стабильность. Вам можно доверять даже и что-то личное. Да, вы не будете разглашать. Вы, в принципе, человек, который имеет совесть, придерживается традиций, границ, обещаний. Вот вы, знаете, что самое ценное в вас, что вам можно доверить даже самое откровенное и ценное. Вы никому не будете ходить это и распространять. Вы будете это держать в себе, но вы можете это использовать, да, как какой-то свой опыт. Если это деньги, вы не достанете оттуда и не будете тратить, понимаете? Это деньги, которые вам дали на хранение. Или какую-то вещь, да, вы не будете там лазить и просматривать, что же это и так далее. Да? Вы такой человек, за которым вот есть какая-то стабильность и есть доверие вам. Вы очень надежный человек. Я понимаю, почему за вами цепляются мужчины или злятся. Да? Вот попался неуверенный и видит мамочку, за которой можно встать, да, и мама все решит. Вот. И поэтому цепляются такие, именно незрелые могут или слабые, да, и надеются на вашу вот эту вот силу какую-то, мощь, на то, что вы все решите. Ну, а когда вы их отпускаете, понимая, что они вам не нужны, да, толку от них нет, без толку только бестолковые, так они начинают злиться. Тем самым не вы, да, а вообще в целом ситуация это, когда вы кого-то оставляете, вытаскивает из человека вот все самое такое черное и гнилое, я бы еще сказала. И вот поэтому начинают злиться, обзываться, материться там или еще чего. У вас очень хорошие есть сейчас идеи. Но переберите их, да, вот определенно здесь есть что-то лишнее у вас, о чем вы думаете. Уберите, что лишнее, оставьте то, что основное и важное, да, и то, что несет в себе какие-то для вас блага. И выполняйте или делайте. Вы даже вот можете, знаете, вот как постепенно, да, делать что-то или по чуть-чуть, но делать. Потому что вы что-то для себя из этого получите. Здесь, кстати, показывают даже, что вы, возможно, отправитесь туда, где вы никогда не были. Это может быть заграничное что-то или какие-то территории, где вы никогда не были. Вот это места будут вашего вдохновения, новых каких-то идей. Приток энергии опять. Но из-за этих идей рождаются финансы, прибыль в вашем доме. Вы получите какую-то прибыль. Здесь не только дело о прибыли может идти, это могут быть даже вот, да, какие-то приходы в ваш дом. Это может даже быть появление чего-то нового, крупного может в вашем доме. А может быть и в целом, да, покупка жилья. Или обустраивание этого жилья. Это же все ресурсы, да, купить диван, холодильник и так далее. Кто-то начнет, может, даже все сначала обустраивать, да, или решит что-то поменять. В принципе, это может быть даже перестановка. Но допускают то, что здесь, возможно, даже и покупки, да, или денежный приход какой-то в ваш дом. У вас здесь есть
и ухажеры. Вы не хотите вот этих ухажеров, потому что, опять-таки, вы считаете эти отношения какие-то бесполезными, бестолковыми или ни к чему не ведущими. Вы хотите какой-то конкретики. Да и в принципе, да, вы сейчас вот как-то не уверены в отношениях, вы уверены больше в себе, в своих силах. Кстати, здесь женщина, которая вот на глазах других людей вы кажетесь такой самолюбивая, да, та, которая смотрит на себя в зеркало и наслаждается этим, та, которая любит себя, у которой высоко задрат нос, высокие какие-то амбиции и так далее, что вы такая можете быть эгоистка, а почему нет, да, здесь показывают вас, и это видно, это проецируется, что вы складываетесь в себя, любите себя, никогда себе ничего, как говорится, плохого вы не пожелаете, да, вы вот даже покупаете что-то для себя, оно красивое, идет вам очень или украшает вас. Здесь могут быть даже какие-то процедуры, которые меняют, может быть, вашу внешность, улучшая, да, красота, наведение красоты. Видят, что вы себя очень любите. Даже вот, знаете, есть такое чувство превосходства, что превосходите кого-то. Вам могут даже вот завидовать, смотреть на вас. Но при том, знаете, такая зависть, что вот хочется вас ущипнуть, да, хочется вам подставить подножку, чтобы вы вот в этом красивом платье или на этих красивых каблучках, да, упали, споткнулись и в грязь лицом. Вот именно злопакостники такие. Скорее, это может быть те люди, которых вы очень даже хорошо знаете, да, или коллектив рабочий, или вот именно какие-то женщины, которые рядом с вами стоят или находятся. Здесь есть даже чувство доли того, что забрать, да, как у нее это забрать, или чтобы у нее кто-то что-то забрал. Да, то, что вы работаете на себя. Или же работаете и все тратите на себя любимую. Нет, ошибаются. Здесь есть чувство и ответственности, и меры, да, и вот каких-то расходы именно ваши. Вы умеете, понимаете, правильно расходовать деньги, распределять их по полочкам вот так вот, да, и вы не допустите каких-то вот пробоев, потому что вы все четко, тщательно рассчитаете. Вот. А что останется, да, для себя любимой? Или же, в принципе, вы выделяете определенную какую-то сумму в месяц для себя любимой? На свои хочу. Ой, здесь есть тайные разговоры, здесь вас сплетничают, обсуждают, да, вот какие-то метелки, тёлки. Вот идет такое слово тёлки. Кто-то это говорит слово тёлки. Может быть, они так отзываются, да, о женщинах, что это тёлки. Знаете, здесь вот еще не просто это такое никому не говори, или я говорю тебе по секрету, но этот секрет о вас. Здесь, да, может быть что-то такое нелицеприятное. Вы в их глазах проецируетесь именно как они вас видят, вот эти вот сплетники, да, с завышенным носом. Амбиции вот какие-то такие. Да я такая крутая. И вот это вот бесит и раздражает. И вот начинают сплетничать и обсуждать. Вы, кстати, постоянно на языках, да, в разговорах у этих людей. Или, возможно, каждый день с ними или часто сталкиваетесь. Знаете, даже вот кто-то может на вас так влиять, что вот высасывает с вас энергию. Если вы вместе в коллективе, тем более работаете с такими людьми, эти люди могут стаскивать с вас энергию. Вы приходите уставшие, вот прийти, свалиться и спать, и даже, да, не зайдя в душ.
Да, здесь даже вот кто-то готов с вами бороться, конфликтовать, выяснять что-то. Возможно, и были какие-то недоразумения, конфликты. Вот как-то вас зацепить, вывести вас на эмоции. Кстати, вас мужчина тоже видит в таком амплуа, где вот хочется вас зацепить, да, потому что вы превыше стоите, и он это понимает где-то на подсознании. Вот так же эти люди видят вас в ресурсе, да, или выше, вы круче, или вы лучше, вы красивее, вы умнее и так далее. Ну вот хотят вот именно как-то за вас зацепиться. Да, и здесь именно момент такого, как будто бы вслед чего-то такого пакостного могут желать. Все это хорошо, да, но не может такого быть. Здесь могут даже обсуждать, если у вас дети, ваших детей или ваше материнство в целом. Какая вы мама. Находить какие-то изъяны, да, у вас ошибки, что вы делаете что-то не так. Слушайте, учителя, так, вы знаете, вот что самое интересное, жадные люди на деньги. Эти люди очень жадные, такие щепетильные, мелочные. Могут быть такие подлизы, попрошайки, да, или же вот когда им что-то надо, подлизываться, вот такие люди. Но вы как-то обходите их стороной. Что-то на вас бывает влияет. Именно я говорю, что всасывают вас эти люди энергию, забирают энергию, питаются даже, когда вы ведетесь на какие-то конфликтные ситуации, вас вывели на эмоции, и вы вот тут вся всполошились, да, то есть приняли что-то, и у вас стянули энергию. Вам не нужно вестись на это. Я говорю, что очень хорошо, если это рабочее место, поставьте кактус, да, положите, может быть, даже фигурку черного котика, там, собака, кстати, собака-охранник, охранник вашей вообще территории, фигурку собачки, медведя можете поставить. Зеркало, которое смотрит не на вас, а напротив, туда, обратно, то есть задней стороной, да, на себя. Как будто вы смотрите на заднюю сторону зеркала. Вот так вот. Можете даже налепить такое зеркало. Бывает, да, вот перед вами стоит компьютер, и вы можете куда-нибудь вот на компьютер там налепить. Вы постоянно на устах будете у людей, здесь вы представляете какой-то интерес. Знаете почему? Потому что вы людям на что-то открываете глаза или показываете свои какие-то лучшие стороны. Здесь показывают ваши лучшие стороны. В принципе, человек, который в каких-то достижениях. Вас будут всегда обсуждать. Даже ваше новое платье или вашу новую походку. Вот так вот. Вы для них женщина гордая. Гордая, превосходная, ресурсная. Да, у вас больше того, нежели у них. Или каких-то, может быть, даже дорогие покупки себе делаете, и на вас это видно. Или вас повышают, или вас гладят по головке начальство. Да, делает вам какие-то скидочки или еще что-то, а вот им нет. И вот начинается. Вы знаете, вы придерживаетесь вообще в целом, даже и на работе, находясь, какого-то личного общения, какие-то границы выставляете. На самом деле, выставляя границы, люди чувствуют, что вы вот как на накале какая-то, да, вот такая, что вы накаленная, что не подходи, убью. И это чувствуется. Притом кто-то знает, что вы врете, вы не такая, вы хорошая. Здесь есть, кстати, и положительные качества, которые вас видят. Кто-то, возможно. То есть здесь не все. Да, вы даже, вот знаете, кого-то когда-то вовремя поставили на место и правильно тоже сделали. Притом человек держит нож за пазухой, но понимает, что, знаете, с вами бороться бесполезно. Нож сломается, да, или меч сломается. Да, вы такая
вы выше статуса, или вы себя так позиционируете, по крайней мере, да, поэтому люди боятся напрямую идти или заявлять вам что-то в лоб. Побаиваются. И внешность у вас может тоже быть такой: не подходи ко мне, убью. Потому что вы не доверяете никому. Вы доверяете сердцем, кого вы любите. Это скорее ваши дети, ваша семья, ваши близкие, родственники. У вас вообще в вашем окружении, да, люди, вы в них вообще сомневаетесь, да, это может быть и какое-то общество людей, вы сомневаетесь в них, вы им не доверяете, в какой-то степени даже опасаетесь, да, и заранее, заблаговременно уже, возможно, даже выстроили какой-то барьер или построили забор против этих людей, да, чтобы не заходили на вашу территорию. Вы не хотите, вы не хотите. Вы понимаете, во что это может вылиться? Да, что могут быть какие-то проблемы из этих людей. Или эти люди потом могут стать вашими врагами. То есть и обернуть опять все против вас. Ой, тут кто-то умирает, страдает из прошлого по вам. Возможно, даже мужчина, от которого у вас дети, ребенок. Дети или ребенок. Он загнал себя сам в какую-то ловушку. Притом сам. Я говорю, что проблем нет, они только в нашей голове. Вот у него голова чем-то забита. И он сам себя туда вогнал. Какими-то мыслями. И вот знаете, вы шансы уже не хотите давать. Их было много. Возможно, даже, да, уже что-то закончилось. В принципе, даже, я бы сказала, уже завяли помидоры. У вас, скорее всего, вот вы для него тайна, да, и у вас, скорее всего, есть какие-то тайны. И вот человек это понимает, что у вас есть какие-то тайны. И он хочет знать. Или что с вами сейчас происходит, как вы сейчас живете, или он хочет какие-то ваши тайны раскопать. Этот человек даже в чем-то ковыряется, вот как будто бы это может быть интернет или ваши страницы, какие-то социальные сети и так далее. В чем-то он ковыряется, он производит разбор. Что же в вашей жизни происходит? Вот как детектив, да, если она положила руку на кольцо, значит, она выходит замуж. Вот какие-то вот такие догадки, да, остается догадываться. Притом здесь есть такое, как будто одним глазом живет в вашей жизни. Вот где-то за вами может наблюдать или вот подсматривать тайком, или заходить с чужого аккаунта, не под своим именем. Может, даже вообще там фотографии нет. Не отпустила еще. Не отпускает какая-то. И здесь есть и тоска, здесь есть какая-то и ревность, здесь есть какой-то даже вот, знаете, я ей отплачу, или ты у меня увидишь, или ты увидишь, да, насколько жизнь такая, что все возвращается. Что возвращается, да, здесь или отношения, да, даст мне шанс, или вот, да, вам вот, как он желает, да, чтобы что-то вернулось, как вернулось и ему. Хотя здесь показывают, человек сам виноват в том, что он сделал из-за своих мыслей. Он в этом живет со своими этими мыслями. Будете жить с негативными мыслями, пропадете. Вот он вот живет в этих мыслях и кормит себя ими. Поэтому, да, у него что-то в жизни, может, закрываются двери, или, в принципе, куда он не обращается, куда он не стучится, все закрыто, да, или не даются шансы, насколько они даются вам. Знаете, у человека тут прям, тут зависть, да, может какая-то такая быть, легкая зависть. Притом женщине, мужчина завидует женщине, да, что вы там сидите, пируете, наслаждаетесь жизнью, все это у вас хорошо, все у вас ладится, возможно, даже у вас кто-то есть, да, какие-то поклонники, или вы сидите за столом с каким-то поклонником. Также здесь есть интерес, знаете чего, что если у вас кто-то есть, с одной стороны он ревнует, с другой стороны почему-то он думает, что вы ведете разговоры о нем, о его какой-то гнилой сущности.
да, что он какой-то такой злой, поганец и так далее, да, вы выводите все на чистую воду своему новому ухажеру. Рассказываете о чем-то, делитесь какой-то информацией, да, о прошлом, о том, что он такой сякой. Ему стоит... Это его мысли, опять-таки. И они его загоняют вот в этот самый тупик. А здесь, знаете, вот кесарю кесарева. Вот жизнь воздала каждому то, да, что он заслужил. Возможно, человек сейчас несет какую-то расплату за содеянное. То, что когда-то он вам сделал, или как-то несправедливо с вами поступил, вот сейчас это все возвращается. Даже, я бы сказала, вот в помутнение рассудка, когда человек, сам того не понимая, сам себя своими какими-то негативными мыслями и убивает. Это воздалось. Притом, да, человек может, вот если со стороны взять просто этого человека, этого мужчину, он может изменить свою жизнь, просто направить свои мысли в положительное русло. И все улучшится. И цветочки зацветут, и солнышко будет ярче светить. Но человек вот выбрал именно путь, да, вот на уничтожение. Человек в чем-то уничтожает сам себя. Может быть, плохо ест из-за этого, да, или, может быть, спивается, или там скуривается, еще чего. Непонятно. Но вот он сам себе, да, делает проблему на ровном месте при том. Но вот тут так просто и ясно, да, кесарю кесарева. Каждый получает по своим заслугам. Ты этого хотел, ты этого заслужил. Чего вы хотите, то в вашей жизни будет. Хотите счастья, будет счастье. Проецируйте его в голове, визуализируйте, и оно будет. Будете негатив проецировать, визуализировать, будет негатив. Да, он видит, что вы процветаете, особенно в денежном плане. Что у вас растут финансы, что вы на подъеме, денежном подъеме. Это его тревожит. Это не дает этому человеку покоя. Давайте еще посмотрим, что интересного еще видят у вас карты. Наконец-то. Ой, ну тут... В какой-то степени можем назвать трусом человека, да, незрелый, возможно, моложе человек, или в принципе, да, может и старше, но незрелый. Он хочет вот до чего-то дорасти, чего-то добиться, получить, да, вот, или прокачаться, сходить в спортзал, например, да, улучшить свою фигуру, а потом к вам подойти. Вот здесь вот такая цель, да, в чем-то улучшиться, а потом к вам подойти. И здесь человек к вам придет, признаваться в каких-то своих чувствах, да, возможно, вам о чем-то рассказывать. Может быть, да, здесь или большое расстояние, или вы где-то находитесь далеко, за границей. В принципе, может быть, даже за пределами вашего города этот человек может быть. Из поездки, из, да, каких-то далеких мест. Но человек объявится, напишет, будет между вами разговор. Вы знаете, вот сколько я раскладов смотрю, на самом деле, мысли, да, здесь все о мыслях. Человек думает, что может что-то не получиться. Здесь есть такое опасение, да, притом здесь есть шанс, время написать вам, позвонить, войти в контакт как-то с вами, да, но вот человек боится, а эта боязнь сидит, этот страх в голове, и он ничего из этого не делает, он стоит, он только думает, он только планирует. В итоге, да, будет что-то, но позже, не сейчас. Он хочет все урегулировать, он хочет, знаете, довести до какого-то идеального состояния что-то. Или тут все, что угодно может быть этой карте быть, да, это или финансы, или обучение, или прокачка себя внутри, или улучшить, может быть, свои внешние данные, да, вот прийти готовеньким, да, красивым, или идеальным, или вылизанным, вот каким-то таким.
интеллектуально развитым, там, богатым или, и так далее, или куплю машину, приеду к ней, или сначала вот я подзаработаю, да, куплю жилье, вот какое-то такое. У человека рисуется какая-то далекая такая вот картина. Притом уже можно сейчас действовать. Вы очень сильно нравитесь, человек испытывает к вам какие-то эмоции. И я бы еще сказала, что у вас общение с этим человеком уже было. Или это было что-то кратковременным, перекинулись, или вот это было даже свидание. Да, у кого-то здесь может быть, что после свидания или после общения с вами человек стал испытывать какой-то комплекс. И вот он этот комплекс хочет в себе проработать, да, улучшить что-то, улучшить даже свое финансовое состояние или улучшить себя как-то внешне, чтобы вам показаться в наилучшем свете. Даже вот, знаете, он какие-то слова может в голове обдумывать, у него даже спор происходит внутренний, да, что вот я сказал неправильно, или я не так высказался, да, или вот я говорил какие-то глупости, а надо было вот об этом. Вот это как после боя машут кулаками, понимаете? То есть не во время разговора, да, вот уже прошло какое-то время, и вот он перед зеркалом сидит там, и вот думает, я ей говорил так, а надо было вот так. Вот как-то переживает за счет этого и испытывает комплекс. Да, он хочет прокачать себя до идеального состояния, да, чтобы к вам уже заявиться такой весь на дорогом автомобиле, вылизанном, да, весь вылизанный. Вот какой-то до идеализма. Человек очень об этом сильно парится, так скажу, да. Здесь вот хочет какого-то престижа. Он даже готов вот идти с вами под венец. Но чтобы все было, и деньги были, чтобы он мог руководствоваться этими деньгами и вкладываться, а не что вы сами заплатите за себя. Вот это ему не надо, он этого не хочет. Возможно, может даже было так, да, что вы заплатили за себя. Его это подвергло в шок, да, или он испытывал после этого комплексы. Почему она, надо было мне, или, да, у нее была тяжелая сумка, надо было ее поддержать. Вот какие-то вот такие моральные устои. Но здесь есть, в принципе, стыд. Но здесь есть вот какая-то, стыд-то есть, да, но вот какая-то тягомотина вот из этого человека, да. Или же, в принципе, человек деталист, да, хочет все до идеализма довести. Перфекционист, скорее всего, какой-то. Он хочет исправить какие-то ошибки, но он хочет зайти с видом какой-то помощи вам, да, или, в принципе, помогать вам, особенно материально, или вкладываться материально. Да, человек хочет даже вот и серьезных отношений вплоть до замужества или совместного, давайте назовем, проживания, гражданского брака, вот чего-то такого. Но он понимает, что он не дорос, не дотягивает. Притом, знаете, он понимает одним местом, что здесь все же могут появиться конкуренты или уже существует кто-то в вашей атмосфере, да, кто может взять и раз вас посадить на коня и увести с собой. Человек надеется, знаете, вот здесь есть такое, ну и пусть. Если так случится, да, не страшно, переживу. Главное, вот вы в чем-то на самом деле как-то помогли повлиять, да, на него, что он стал к чему-то стремиться, что-то делать. Вот на проработку себя. Или вот на какие-то, да, человек пошел в заработки, может быть, даже тяжело работает или ищет еще дополнительные что-то, пути заработка, чтобы больше зарабатывать, кем-то стать, да, вплоть до этого императора. Но он понимает, что, да, что он может, и он делает. Притом, знаете, он думает, вот если судьба так распорядится, что мы не будем вместе, да, ну вот как-то в моей жизни все равно будет тоже кто-то,
Да, может быть, это так суждено, да, по судьбе. А может быть, кто-то, да, но я уже буду такой весь готовенький. У меня будет все. И покрою, да, какие-то свои комплексы. Но при том он хотел бы, да, с вами. Он хотел бы с вами. Но он чувствует, что у него могут быть конкуренты, да, очень много конкурентов, что около вас крутятся какие-то мужики. Или мужчины, или в принципе. Притом, знаете, здесь такое чувство идет, что вот как будто бы вы выбираете помоложе. Он так считает, что вы выбираете мужчин помоложе. Молодых, красивых, подтянутых. Карты видят вас в каких-то любовных отношениях. Смотрите-ка, прям идеально. Вас видят в любовных отношениях. Да, возможно, не сейчас, но в будущем точно. Парные. Это люди, когда друг другу подходят, когда они могут договариваться, когда они разговаривают. Да, даже если что-то выясняют, они выясняют, не убегают друг от друга. Вы от него или он от вас. Никто ни от кого не убегает. Вкладываетесь в совместное проживание. Опа, башня. Будьте аккуратны. Смотрите, здесь кто-то может разрушить или попытаться, по крайней мере, разрушить отношения, видя ваш вот этот идеализм или идеальную пару. Здесь показывает, да, когда оба два, ну вот еще одну вещь такую скажу, когда любовь сильная, ее ни одна магия не разрушит, вот как ни пытайся. Но вы будете чувствовать, знаете, что подмену человека, когда кто-то пытается влазить. Вот когда оба два друг друга любят, и вот когда что-то происходит странное, как будто бы человека подменили, вот здесь сразу включайте голову, да, здесь идет какое-то влияние. Здесь идет конкретно влияние, да, от какой-то дамы. Притом это женщина, которая потерпела крах в семье сама и лезет в другую жизнь на расстоянии. Здесь ваша сила внутренняя. Здесь, кстати, вы вовремя сориентируетесь. Скорее всего, даже вот, знаете, вот будете тоже как-то защищать свою территорию. Но здесь момент победы вашей над ситуацией башни. То есть эти отношения могут в середине, да, вот как в середине, опять-таки, да, через какое-то время потерпеть что-то, но это будет чье-то именно влияние. Но здесь удастся спасти отношения, обоим удержать. Здесь показывает еще вас в новом амплуа. Вы сейчас уже будете что-то делать над этим, над собой, над внешностью. Возможно, кстати, еще здесь вы что-то загадывали, и что-то исполнится. Не загадывайте сразу и много, загадывайте, да, держите определенно какую-то цель в желании. Желание должно быть одно и ярким, и оно обязательно исполнится. Из вашей жизни уйдет какой-то человек, который, возможно, вы знаете, как мешал вам. Или, в принципе, даже, вот знаете, где-то появлялся, он вам раздражал, что он появляется в вашем пространстве. Женщина, мужчина это может быть, да, уйдут из вашего пространства. Возможно, даже может быть так, что, знаете, человек, если это мужчина, да, это вот бабник. Когда-то, да, он пытался бегать за вами, возможно, а вы его отшили. Он уйдет. Если это женщина, здесь женщина, да, здесь клевета, сплетни, какое-то общение между кем-то и кем-то о вас тоже уйдет из вашей жизни. Притом оба два, или если это мужчина или женщина, они в ресурсе, денежные.
скоро уйдут из вашего пространства. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.